Привет! Сегодня мы овладеем тайным знанием извлечения корней. Речь не идет о мандрагоре или чем-то более мифологическом, только квадратные арифметические корни, только хардкор. Например, мы найдем корень из 5329. Поехали! Запоминайте, детки, разбиваем цифры числа на пары, начиная с разряда единиц, каждой твари по паре. Извлекаем с недостатком корень из 53. 7 в квадрате 49, так что больше этого ухватить не получится. Из 53 вычитаем 49, и как в начальной школе сносим новые цифры. А теперь главное, нарисуй вот такие вот черточки, без них у тебя нет шансов. Дальше внимательно, нашу первую цифру нужно будет умножить на 2, всегда умножаем на 2, удвоенное произведение, так сказать. Звездочка справа — это как раз новая цифра искомого числа. Ищется она так: число 1, 4 звездочка, нужно умножить на звездочку, да так, чтобы получить максимальное число, не превосходящее 429. Объясняю, 141 на 1 это 141, мало, 142 на 2 это 284, тоже маловато с виду. Так что попробуем тройку. 3 на 3 это 9, 3 на 4 12, 2 пишем, 1 запоминаем. Ну и 3 на 1, да еще 1, это 4. О, 429, значит наш корень извлекся целым и невредимым. Ответ 73. Круто, но если ты человек амбициозный, то конечно же посмотришь пример посложней. Корень из 15876. Разбиваем цифры на пары. Единички за неимением соседа слева приписываем нолик. Извлекаем корень из 1, получаем 1, ясное дело. Вычитаем, сносим 2 новые цифры, и самое главное, не прозевай черточки. Нашу первую цифру из ответа умножаем на 2, ставим звездочку справа, это будет вторая цифра результата. Число 2, звездочку, умножаем на звездочку, чтобы вплотную подступиться к 58. Единица мало, тройка много, двойка в самый раз. 22 на 2 это 44, вычитаем их из 58, сносим 2 новые цифры. И не забываем записать найденную звезду по имени 2 в результат, который затем удваиваем, удвоенное произведение, и дописываем звездочку справа. Сейчас предстоит уже трехзначное число умножать на неизвестную звездочку, чтобы максимально добрать до 1476. 24 на 6 это 144. Давайте попробуем 6. И тютелька в тютельку нужное число. То есть корень из 15876 равен 126. Да, вот это уже было мощно. Но готов спорить, ты человек взрослый и привык решать задачи самостоятельно. Дерзай и помни, калькулятор для слабаков. Пауза, дружище, нажимай паузу, потому что здесь уже разбор. Корень из 293 764. Да, на пары мысленно разбили. Извлекаем корень из 29 с недостатком. Ага, это 5. Вычитаем, цифры сносим. И тут главное что? Черточки не забыть. Удвоенное произведение, справа звездочку. И ищем эту звездочку. На мой взгляд, 4 сойдет. Получаем 416. Вычитаем и сносим 2 новые цифры. Не забываем четверочку переписать в актуальный результат. Умножаем его на 2, опять справа звездочка. Ищем звездочку. Ну сколько здесь? Ну двойка, конечно же. Как раз 2164. Значит, наш корень равен 542. Вообще, если ты оптимист и думаешь, что под корнем квадрат натурального числа, то можно было бы и иначе. Оценить корень с точностью до десятков. Скажем, корень из 9409, очевидно, больше 90, но меньше 100. Ибо 90 в квадрате 8100, а 100 в квадрате 10000. То есть наше число это 90 с лишним. Ну а разряд единиц находим вот как. 90 с лишним умножаем на 90 с лишним, должно получиться 9409. На конце 9. Откуда эту девятку взять? Ну а что вам шепчет внутренняя таблица умножения? 3 × 3 9, 7 × 7 49, и никакая другая цифра в квадрате девятку на конце не дала бы. Значит, наш корень равен либо 93, либо 97. Для точности стоит сделать проверку. Умножением, ясное дело. Полагаю, с этим ты справишься. 97 ответ. Но способ, который мы сегодня освоили, хорош тем, что работает даже там, где обычный порошок не справляется. Например, можно было бы извлечь корень из 7 с любой наперед заданной точностью. Смотрите сами. Если мои способности склонять числительные тебя впечатлили, поделись этим видео с филологом, лингвистом или на худой конец математиком.